Я приветствую всех гостей моего канала. Меня зовут Анжелика. Сегодня хочу с вами поделиться своими покупочками в марте месяце и подарками к 8 марта. Уже март заканчивается, и я только сейчас собралась снять для вас видео. Это, конечно, в марте месяце, наверное, не последние мои приобретения, так как я жду еще, там едет ко мне 3 наборчика. Но это будет потом отдельное видео, а сейчас мне не терпится вам показать то, что у меня есть в данный момент. И начнем мы с вами, пожалуй, жар птицы. Самое вкусненькое мы оставим на потом, на сладенькое, на десерт. И вот сразу показываю вам 3 таких маленьких наборчика, маленьких, но приятненьких. Для нас это вышивальщиц конфетки, вы знаете. Ну, сразу прошу прощения, я не удержалась, и один из этих наборчиков я уже откусила. Вот, и это у нас грибочки. Сегодня я вам все наборчики распакую вместе с вами и посмотрим, что внутри. Грибочки я уже, как сказала, уже попробовала. Кое-что у меня уже здесь есть. Так, вот схема, которую вы все, в принципе, знаете, жар птица. Вот такие ниточки. Вот такая вот канва. Фетр, 2 кусочка фетра на задник. И магнитная лента. Это то, что было в наборчике. И вот то, что я уже повышивала. У меня уже готов грибочек почти. Немножечко его осталось добекать. Ну, в общем, вы уже видите результат. Очень приятно вышивается. Но так как я люблю вышивать на пластике, крестики все ровненькие. И вообще грибочки эти вообще будут супер класс смотреться на холодильнике. Ну, я в восторге. И соскучилась, давно не вышивала на пластиковой канве. Ну, как давно? Перед самым Новым годом. Ну, уже какое-то время я не вышивала. Пару месяцев, да, точно не вышивала. Поэтому этот грибочек, он у меня вышился на одном дыхании. Вот. Это то, что касается грибочков. Первый мой наборчик. Вот такие будут в пару. Я так понимаю, это опеньки, лисички, мухомор и белый гриб. Мы когда ходили за грибами, а их не было, съедобных я имею в виду, то мы очень, конечно, радовались и мухоморам. Кстати, в прошлом году осенью было очень много мухоморов, и они такие красивые, прям как со сказки. Целыми полянами, огромные, яркие. Ну, вообще просто сказка, по-другому не скажешь. И мы их фотографировали и радовались, что не зря сходили, пускай с пустыми руками, но зато фото на память мухоморов у нас много. Вот такие вот грибочки. Это первый наборчик. Поехали дальше. Жар птица. Вот такая вот птичка. И у меня почему-то вот засела такая идея в голове, что мне хочется ее вышить тоже на пластике. То ли я настолько соскучилась, но для пластика, наверное, она будет великовата, 22 на 18. Но вот я не знаю, честно говоря, я еще думаю. Напишите комментарий по этому поводу, как вы думаете, стоит ее вышить на пластике или не нужно.
или вышивать просто на канве. Очень она мне тоже нравится. Там целая серия этих птичек. Но попробовать я пока взяла одну. Посмотрим, что же там внутри. Вот такая вот схема. Огромная, четкая схема. Черно-белая. В общем, вот такая она большущая. Вышиваться, думаю, будет в одно удовольствие, потому что цвета здесь шикарные. Канва. Канва, конечно, не очень хорошего качества. Она такая рыхловатая. И ниточки. Ниточки очень красивые. Насыщенные цвета. Очень красивые ниточки. Иголочкой пристегнуто это все дело. Ой, прямо вообще. Хочется взять и сразу все поначинать. Ну и канва. Канву я буду менять однозначно, если буду на канве. Ну или на пластике, не знаю. Еще я подумаю, конечно. Вот что-то мне такое в голову взбрендило. Вышить ее на пластиковой основе. Ну, время покажет. Сейчас я еще не буду начинать. Пока у меня есть хвосты, которые нужно тоже подогнать. Ну, подумаю, будет время, подумаю. Может быть, даже ее и выщу на пластиковой канве. Вот такая вот птичка. Ну, вы все знаете, это черная смородина. Есть еще калинка и облепиха. Но из этих троих мне нравится больше всего смородина. Вот. Выщу ее, посмотрю, как она в процессе. Если она мне очень хорошо зайдет, скажем так, то, естественно, я куплю еще и в пару калинку. Вот. Облепиха мне вообще не нравится. То есть вот у меня будет либо одна, либо две. Вот такая вот птичечка. Теперь смотрим дальше. Очередная конфетка. Вот такая вот лошадка от Фрузелка. Фрузелок я, честно говоря, первый раз держу в руках. У меня еще ни одного набора из Фрузелка не было. Это первая. На дереве я вышивала на деревянной основе. Но это была волшебная страна, и это было бисером. Сейчас мы посмотрим, что у нас внутри. Так, приклеился пакетик. Смотрим, что же у нас внутри. А внутри тоже схемка. Схемка четкая. Все понятно. Вот такие вот ниточки. Ниточки такие красивые, осенние оттенки. И таких, ну, немало. Ниточек немало. Очень красивые. 13 цветов. Будет очень интересно попробовать вышивать ниточками на деревянной основе. И вот такие вот деревяшечки. Фетр. Фетровая. Вот две иголочки. Фетр, который клеится сзади. И вот... Нет, это одна лошадка. Вот полозья. Две классные такие тыквы. Две штучки полозьев. Вот. И вот штуки, которыми соединяются эти полозья.
Ну вот и одна заготовка лошадки. Очень интересно попробовать прямо. Это конфетки. Маленькая работа, результат будет быстрым. Вот еще раз вам покажу то, что в итоге должно получиться. Я эту лошадку видела, она мне сразу очень сильно понравилась. Такая интересная. У них тоже там целая серия этих лошадок. И зимняя, это осенняя с тыквами, весенняя с крокусами. И летняя вышла совсем недавно. Я видела на канале Маринки Прок с клубничками. Тоже такая, ой, классная, яркая, красивая, интересная лошадка по сезонам. Ну, сказать, что я там сериями покупаю, нет. И я попробую покуда эту вещью посмотрю, как она у меня пойдет. Ну, а потом посмотрим, как желание будет. Ну, конечно, понятное дело, желание есть всегда, и наборчиков много не бывает, они все яркие, красивые. Я еле удержалась от лошадку, чтобы не купить, которая с крокусами. Мне нравится этот цветок, цветовая гамма, интересная лошадка. Ну, смотрела на нее, смотрела, облизывалась. Ну, посмотрим. Может быть, эта лошадка с тыквами будет первая, а дальше пойдет все у меня по сезонам. Ну, не знаю. Не знаю, время покажет. Вот такая вот лошадка. Это крестики, я так понимаю. И с другой стороны уже она будет с бэкстичем. Схема с бэком. Вот. Вот этот мой первый фрузелок. Будем пробовать. У них еще и открытка, которую я не заметила. Класс. Это как у волшебной страны. Такая вот осенняя пора. Речка. И открыточка. Очень приятно. Мелочь, но приятно. Класс. Тоже в тему, да? Лошадка на осеннюю тему и открыточка осеннего плана. Вот. Это были мои маленькие покупочки. И покажу вам подарок, который получила на 8 марта от своего любимого мужа. Вот такая вот девушка азиатская. Очень красивая. Прям для меня это как сокровище. Ланарт — это у меня первый набор. У меня таких еще не было. И вообще первый раз держу в руках. И вместе с вами первый раз распакуем, посмотрим. Я лично посмотрю, что внутри. Предварительно я здесь скотч обрезала. Обрезала скотч. Ага. И посмотрим, что же здесь внутри. Так, пакет, который внутри, он приклеился. Угу. Сейчас распакуем. Прошу прощения за шуршание, но надо это все дело как-то доставать. Все завернуто в пакетик. И что мы сразу видим? Вот такие вот ниточки. Вот такие ниточки. Ниточки очень красивые. Сейчас покажу вам поближе. И даже я вижу, здесь металлизированная ниточка есть. Очень красивые, насыщенные цвета. Я люблю такую палитру. Бордовые, очень приятные. И сиреневые. Ну, ниток, мне кажется, немного. Наверное, все это дело вышивается в одну нитку. Потому что я так держу и
сказать, что много. 2 палетки. 2 палетки. Так, ниточки просто навешанные. С ними надо очень аккуратно. Это первый мой набор. Еще раз повторюсь, где именно так ниточки навешаны, потому что все у меня как-то в узелки. А какая же здесь нитка? DMC. Да, в набор входит нитка DMC. Я смотрю, здесь вот написано DMC. Ой, вообще класс. Конечно, не терпится начать всю эту красоту. Так, это ниточки. Ниточки. Схемка. Схема черно-белая. Так. Разворачивать я ее сильно не буду. Ну, покажу так вот. Все четко, ясно и понятно. Но, скорее всего, что такую схему я буду вышивать с карандашами или маркерами. Однозначно буду ее рисовать. А скорее всего, я, наверное, сделаю копию, чтобы было не жалко. А потом все это дело буду разукрашивать. В общем, классная схема. Удобная. Вот. Ключ. Ключ. И что у нас здесь по ключу? 30. Нет, сейчас скажу. По ключу 38 я вижу. А здесь что у нас? Да, 38 цветов. 38 цветов. Бэкстича. Здесь тоже будет прилично. Вот колоночка с бэкстичем. Так. Это что? Ключ. 2 одинаковые положили, что ли? 2 одинаковые. 1 в 1. 2 листочка с ключом. И все одинаковое. Так, вышиваться будет все в одну ниточку? Нет. В 2 ниточки, я вот смотрю. Все вышивается в 2 ниточки. 1/6, 2/6. Честно говоря, вот это я не понимаю, что это 1/6, 2/6. Что это? Ну, это точечки, я так понимаю, это фрузелок. Фрузелок. Ну, в общем, буду разбираться. Так, и самое интересное. Нитки я вам показала, схему я вам показала. Что же у нас здесь еще? Еще один пакетик. В пакет еще отдельно завернута тканюшка. И ткань. Ага. Здесь еще бисер присутствует. Вот бусинки. Вот такие вот бусинки. Сейчас фокус. Не могу поймать фокус. Угу. Немножко бусинок. Иголочка. И еще одна иголочка для бисера. Длинненькая. Одна коротенькая, одна длинненькая иголочка. Так, аккуратно, чтобы я иголочки не потеряла. И вот такая ткань. Ткань равномерного переплетения. Так, что здесь ложат за ткань? Я тоже не знаю. Но я думаю, вышивать по ней будет очень приятно. Ее на дайвер ложить, потому что очень сильно стрёпается. Лен не лен, конечно. Вот такая ткань. Что здесь пишут по поводу ткани? Что нам здесь пишут? Равномерка. Так. 100% катон. 27-го. Ой, сама смотрю, вам ничего не видно. 27-го каунта. Ну, супер, конечно, супер класс.
Вот, еще очень бы мне хотелось, понравилась эта африканка, мать Африка. И азиатская девушка в голубом. Прямо просится в пару к этой. И вот моя. Красивая, нежная, в пионах. Ну вообще. Не набор, а сказка. Ой, я начну его в этом году обязательно. Может быть, даже весной. Немножко подтягиваю свои хвосты. Если будет у меня там 1-2 финиша, то следующий претендент, скорее всего, что будет это. Я не удержусь и в ближайшее время ее начну обязательно. Обязательно начну. Вот. Такие были мои подарки и покупочки. Небольшие, но приятные. Вот. Спасибо вам большое за внимание. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И всего вам хорошего. До свидания. Пока-пока.